многочисленные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных частей Господа. Однако Господь Шри Кришна – изначальная личность Бога. Они не сходят на разные планеты, когда там по вине атеистов возникают беспорядки. Господь не сходит, чтобы защитить верующих. Комментарий Шрила Прабхупады. В этом стихе Господь Шри Кришна, личность Бога, выделен из всех остальных воплощений. Господа относят к аватарам, воплощениям, потому что Он по своей беспричинной милости не сходит из своей трансцендентной обители. Аватара означает тот, кто не сходит. Все воплощения Господа, включая Его самого, не сходят на разные планеты материального мира и появляются в разных видах жизни, чтобы выполнить конкретную миссию. Иногда Господь является сам, а иногда в материальный мир не сходят Его различные полные части, части полных частей или отделенные части, каждую из которых Он прямо или косвенно уполномочил выполнять особую функцию. Изначально Господь является средоточием всего богатства, могущества, славы, красоты, знания и отречения. Следует отметить, что когда различные Его силы частично проявляются в Его полных частях или частях полных частей, они проявляются в той мере, какой это необходимо для выполнения конкретной миссии данного воплощения. Если в комнате горят маленькие электрические лампочки, это не значит, что мощность электростанции ограничивается мощностью этих лампочек. Та же электростанция может обеспечивать энергией и большие промышленные электродвигатели, требующие очень высокого напряжения. Подобным образом и воплощение Господа проявляют ограниченное могущество в той мере, какое этого требует конкретные обстоятельства и время. It's bigger than I'm okay to stop it. I guess so. Okay. So this verse actually is considered the root or the essence of the whole Bhagavatam. Этот стих считается сутью, основой всего Бхагаватам. And of course the Bhagavatam is considered to be the final conclusion of all scriptures. И, конечно же, сам Бхагаватам считается конечным выводом всех ведических писаний. And the Tattva Jiva Swami illustrates how ultimately everything, all the Vedic knowledge is condensed and summarized and concluded with Srimad Bhagavatam. И в Tattva Шрила Джива Госвами указывает на то, каким образом все ведическое знание суммируется и концентрируется в Шримад Бхагаватам. And this also is to indicate that there's no actual contradiction in scriptures, even though sometimes different scriptures say different things. И также он делает это для того, чтобы показать, что на самом деле в ведических писаниях нет никаких противоречий, хотя с первого взгляда это может так показаться. The final theme of all the literatures is to indicate finally Krishna. И конечная цель всех ведических писаний – это Кришна. And in Srimad Bhagavatam, this is indicated with this particular verse. Шримад Бхагаватам на это указывает этот конкретный стих. And therefore this verse is taken as the, let's say, the final proof of everything, and every other verse which seems to contradict this in the Bhagavatam has to be negated in terms of this verse. И этот стих считается той основой, через которую стоит смотреть на все остальные стихи. То есть если какой-то стих противоречит этому стиху из Бхагаватам, то следует понимать его в контексте этого стиха. Though Scripture is absolute, we find that sometimes we get contradictory statements. И в Писаниях иногда можно обнаружить противоречивые утверждения. For instance, the Karma Kanda section of the Veda glorifies Svarga as eternal and the final goal. Например, раздел Вед Кармаканда, он прославляет всяческие Сваргалоку и называет ее высшей целью. And some of the Upanishads will indicate that the impersonal Brahman is the final goal. Некоторые Упанишады указывают на то, что безличный Брахман является высочайшей целью. Similarly, in Bhagavad Gita, Krishna says, "Do karma yoga. This is the ultimate." In chapter 3. А в 3 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: Арджуна, занимайся карма-йогой, это лучше всего. And he even says, "Worship devatas." И он тоже говорит: полубогам поклоняйся. But then in chapter 7 to 9, then Krishna says, "Don't worship the devatas. Only fools worship devatas." А в 7-9 главе он говорит: да не поклоняйся полубогам, им дураки поклоняются. So we find contradictions within scriptures and between scriptures. Поэтому можно увидеть, что мы находим и в самих писаниях противоречия, и в различных писаниях между собой тоже противоречия. And we have whole Puranas glorifying Lord Shiva. А все Пураны Господа Шиву прославляют. And he's called the supreme cause of everything. Он называется высочайшей причиной всего. So we'll find various contradictory statements in scriptures. Таким образом, мы видим, что существует множество противоречивых утверждений в священных писаниях. At the same time, we say that these scriptures are absolute. The Vedas and the Puranas
and Itihasas, etc., they're all considered to be perfect. С другой стороны, Веды, Итихасы, Пураны, все это считается совершенным. Мы заявляем, что они абсолютны. Yeah, so they are perfect, but some statements are stronger than others. Они в самом деле являются абсолютными, но некоторые утверждения из них являются более значимыми, чем другие. So there is an authorized process for finding out which is the stronger statement. И есть авторитетный процесс, с помощью которого можно выяснить, какое из утверждений является более сильным. And after doing that, then we come up with the final conclusion. И сделав это, мы сможем прийти к конечному выводу. For instance, in Bhagavad Gita, the statements in chapter 3 are not taken as absolute. Например, из Бхагавад-гиты утверждения из 3 главы, они не принимаются как конечные. The statements in chapter 9 are stronger. А утверждения в 9 главе являются более сильными. Because they agree with the conclusion of Krishna at the end of the Bhagavad Gita. Поскольку они согласуются с выводом Кришны, который он произносит в конце Бхагавад-гиты. And at the end of the Bhagavad Gita, Krishna says, "Give up all dharmas and simply surrender unto me." Кришна говорит в конце: просто оставь все дхармы и предайся мне. So by that he negates all of the advice to worship devatas. И этим самым он отрицает свои собственные советы поклоняться полубогам. So anyway, people become confused. В любом случае, люди начинают путаться. Even Vedic scholars become confused. Даже ведические знатоки писания, они запутываются. And therefore we have very serious people advocating all sorts of different things. Поэтому очень серьезные люди на самом деле начинают рекламировать какие-то непонятные вещи. We have the Karma Mimamsakas and Jaimini advocating that Svarga is the ultimate goal of life. У нас существует философия кармы Мимамсы, потому что Джаймини, он рекламирует вот эту философию того, что Сварга — это высшее место. There is no God. И он даже говорит, что Бога там нет. Or if there is, we don't need Him. All we do is do our sacrifices and we go to Svargaloka. That's finished. No need of God. Да он, в принципе-то, нам зачем? Мы вот свои жертвы делаем, у нас появляется все, что нужно, на Сваргалоку идем, зачем Бог-то? So though the Vedas are there, we get all sorts of contrary philosophies coming out because of misinterpretation and not finding using the strength of statements to come to the correct conclusion. И вот мы видим, что из Вед выходят различные противоречивые философии, поскольку у нас нет той призмы, через которую правильно можно на это смотреть, иметь правильное видение. So we have the sub-darshans, 6 darshans, and most of that is all considered to be false philosophy, even though it's based on the Vedas. У нас есть вот 6 шад-даршан, 6 философий, большинство из которых считаются ложными, хотя они изошли из Вед. So we have Sankhya philosophy, in which there's no God at all, it's completely atheistic, yet they say we are Vedic. Есть санкхья философия, например, где говорится, что Бога нет. Это полностью атеистичная философия, которая, тем не менее, считается ведической. Of course, we even have philosophies like Shankara's philosophy, Vedanta, which is one of the darshans, and he says, ultimately, yes, there is some supreme, but no form, no qualities, no activities, only Brahman. Философия Шанкары, она каким-то образом признает, что есть какой-то высший авторитет, но она отрицает наличие формы, наличие личности, то есть это просто какой-то безличный Брахман. And there's no jiva. Дживы тоже нет. And there's no bhakti. Бхакти тоже нет. There's only Brahman. Только Брахман безличный. So we get completely opposite types of philosophies, very, very different philosophies and religions or theologies coming out of the Vedic literature. Таким образом, из Вед исходят совершенно различные философии, которые противоречат друг другу. Of course, we can say Christianity would be all sorts of groups also, but not so extreme. Конечно, мы можем в это включить также христианство и так далее, но это не так радикально, больше про ведическую философию идет речь. We don't find atheists claiming we're following the Bible. Мы вряд ли найдем атеистов, которые будут утверждать, что мы следуем Библии. But you have atheists claiming we're following the Vedas. Но есть атеисты, которые говорят, мы-то по ведам живем вообще. In fact, most of the Saddarshanas are ultimately atheistic. В конце концов, большинство из философий Шадаршина, они просто полностью атеистичные. And they say we're following Vedas. Они говорят, мы ведам следуем. So we do have to have a process of finding out what is the real conclusion. Поэтому нам необходим процесс, с помощью которого мы можем понять конечный вывод. And of course, one of the simplest rules is, as much as possible, follow the direct statements, not indirect interpretation. И самое основное правило – это нужно следовать утверждениям в ведах так, как они есть, то есть не пытаться их интерпретировать и следовать этим интерпретациям. And where there is two statements which are contradictory, if we take the direct meaning, then we have to somehow explain why they're like that. Если есть два утверждения, которые, взяв
прямой смысл которых они будут друг другу противоречить, мы найдем это противоречие, тогда нужно разобраться, почему, в чем причина. So then we have to take an indirect meaning for one of the statements. Тогда нужно взять косвенное значение одного из этих утверждений. So in this way, Jiva Goswami has shown that ultimately the Vedavyas made many attempts to bring up the final truth. И говорится, что Ведавьяса, на самом деле, он очень много предпринимал попыток, чтобы сделать какой-то конечный вывод, к конечному итогу прийти. So first he took the Vedas and divided it up into 4 parts, and he assigned his students to carry on the tradition of Parampara for those particular Vedas. Сначала он разделил Веды на 4 части и назначил своих учеников ответственными за поддержание традиции Парампары одной из Вед. And of course these Vedas of all things, they have this karma kanda philosophy in it, they have impersonal philosophy of Upanishads, and they also have bhakti. И, конечно, в этих ведах там есть и карма-канда, и персональная философия, и бхакти. And then he wrote the Mahabharata Затем он написал Махабхарату for the people of Kali Yuga, для калиюжных людей, who could not approach the Vedas. которые даже приблизиться к ведам не в So состоянии. Vedas can only be studied by Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas, and not Sudras. And in Kali Yuga, everybody is Sudras, so who can study Vedas? Веды могут служить браманы, вайши и кшатрии, а шудры даже не могут к этому поступиться. В Кали-югу же все шудры. So the Mahabharata is supposed to be the same knowledge of the Vedas, but for people who are less qualified. И предполагается, что Махабхарата – это знание того же качества, того же вида, только для людей, которые менее квалифицированы. And the conclusion should ultimately be the same. И вывод ее должен быть таков же. And of course, in there we have the Bhagavad Gita as the, we'd say, the essence of the Mahabharata. И, конечно, внутри Махабхараты есть Бхагавад-гита, которая является ее сутью. He wrote the Brahma Sutras to give the real meaning of the Upanishads. Также Ведавьяса написал Брахма-сутры, чтобы дать истинное значение всех Упанишад. And then he wrote the Puranas, 18 Puranas, also for the people of Kali Yuga. Также он составил для людей Кали-юги 18 Пуран. But in the Bhagavatam, in the first canto, we see that after he wrote all of these things, Vyasa was dissatisfied. Но из Бхагаватам мы узнаем, что написав множество этих вещей, Вьяса почувствовал неудовлетворенность. And then Narada Muni came and said, yes, there is cause for dissatisfaction. Нарада Муни пришел и сказал, да, причина для твоих расстройств имеется. Because still the meaning is unclear. Потому что значение ведь все равно еще не ясно. Because in the Puranas, in the Tamagun Puranas, Vedavyas glorifies Shiva as supreme. Потому что в Тамагонных Пуранах Господь Ведавьяса описывает верховную личность Бога, верховную Шиву. And then in 6 Puranas, the Rajagun Puranas, he glorifies Brahma as supreme. В 6 Пуранах, Раджагуна Пуранах, там Господь Брахма представляется как высшая личность Бога. Then in the Sattvic Puranas, he glorifies Vishnu as supreme. А в сатвичных Пуранах Вишну прославляется как Верховный Господь. So this is going to confuse people again. И это все запутает людей. So rather than give alternatives for different types of people, just indicate one final conclusion, one object of worship. И вместо того, чтобы давать различным людям различные альтернативы, лучше сделай какой-то один вывод, один итог. So indicate the highest object of worship, Krishna. И укажи, пожалуйста, что высший объект поклонения – это Кришна. And indicate the final process, Bhakti Yoga. И что наивысший процесс – это бхакти-йога. And indicate the goal, И высшая цель which is prema. является према, тоже укажи это. Okay? So therefore, Vedavyas wrote Bhagavatam. И с этой целью Ведавьяса написал Бхагаватам. So this is considered the conclusion of everything. И по этой причине это считается выводом всех вед. However, the Bhagavatam also becomes a little confusing. Однако и Бхагаватам может местами путать нас. Because we have 10 topics. We have Sarga, Visarga, Sthana, Poshana, Uti, etc. Потому что у нас есть 10 тем, которые Махарадж перечислил. And within that, then we get all sorts of discussion. We get discussion of Karma Yoga, Jnana Yoga, Sangha Yoga, and Bhakti Yoga. Again, that's the Bhagavad Gita. В Бхагаватам обсуждаются разные йоги, карма-йога, йана-йога, бхакти-йога и так далее, также как в Бхагавад-гите. And we get glorifications of different forms of the Lord. И там прославляются различные формы Господа. So, though the Bhagavatam is clear in one sense,
people can still become confused. Хотя в каком-то смысле Бхагаватам ясен и прозрачен, некоторые люди все же могут запутываться. So therefore, to make things very clear, this statement occurs in the first canto. И для того, чтобы окончательно все прояснить, это утверждение появляется в первой песне. This particular verse occurs in a sequence of verses describing the different avatars of the Lord. И этот стих появляется в череде стихов, которые описывают различные аватары Господа. So after discussing different avatars that have appeared, then there is the description here of Krishna. И описав различные виды аватар, тут описывается уже Кришна. And Krishna is distinguished from all the other forms. И Кришна, он отличается от всех других форм. And it's stated here that all of these forms are either amsas or kala. И утверждается, что все эти формы здесь, они либо амша, либо кала. So this is translated as plenary portions and portions of plenary portions. Это переводится как частичные проявления или части частичных, полные проявления или части полных проявлений. So that word also may be a little confusing. What does that mean, plenary portion? И это тоже может нас путать, что за полные проявления. And then these are amsas and kalas of the Purusha. Это амши и калы пуруши. And the Purusha is a Vishnu form. А пуруша это форма Вишну. We have the Purusha avatars, Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, and Kshirodakshaya Vishnu. Вот есть такие пуруши аватары. Махавишну туда. So it is explained that generally the avatars are expansions from the Garbhodakshaya Vishnu Purusha. И объясняется, что обычно эти аватары проявляются из Гарбхадакшая и Вишну. So all these avatar forms, they are expanded from Garbhodakshaya Vishnu. И все эти аватары, они проявляются из Гарбхадакшая и Вишну. But, then it says two, but Но затем говорится «но». Krishna is Bhagavan Swayam. Кришна – это Бхагаван Сваям. So of course they're all Bhagavan. Конечно, все они – это Бхагаван. So Swayam has a different meaning here. It means he is the ultimate form. И слово «сваям» здесь оно имеет особое значение, другое. Это означает именно он самый верховный. And this also indicates that he does not come from the Purusha. He's not an expansion of an expansion of an И expansion. также это слово указывает на то, что он не происходит из этого Пуруша. Он не является экспансией, экспансией, экспансией. And as Prabhupada explains in the purport, actually everything expands from him. И как Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, на самом деле это из него все исходит. So though Krishna, we call Krishna an avatar because he appears within the material world, he is not like the other avatars. И хотя мы называем Кришну аватарой, потому что он является в этом мире, он не исходит как бы, но по сути он не является той аватарой, которая исходит из кого-то. He's not an expansion from some other form. Он не является экспансией какой-то другой формы. He is the source of all the other expansions. Он источник всех остальных форм. And so in that sense, he is Swayam Bhagavan. И поэтому он называется Сваям Бхагаван. So of course, when we say expansion or whatever, or amsa, we have to be a little careful. Когда мы говорим экспансии или амша, нужно быть с этим немного осторожным. An amsa means a part, and a kala means a part of a part. Амша означает часть, а кала – часть части. And so generally in the material world, we have a whole, and we can start cutting it into little bits, and then we get parts, and then we get that little bit, and we cut into little parts, we get a part of a part. В материальном мире обычно у нас есть что-то, мы делим это на части, затем эти маленькие части берем еще, делим на более мелкие части. And when we talk about the amsa of the Lord, it is not like that. Но когда мы говорим о частях Господа, там другая логика совершенно. Bhagavan is only one. Бхагаван один. So he has many forms, and we call those forms amsas, but they're actually one Bhagavan. У него есть множество форм, которые мы называем амшами, но это один Бхагаван все равно. But the extraordinary nature or power of the Lord is he can have many forms. И удивительная именно сила природы Господа в том, что у него может быть множество форм. And still he is one person. И тем не менее он остается одной личностью. So we have no experience of that. У нас такого опыта нету. Of course, it is said the yogi can expand his body into 9 forms. Конечно, говорится, что какие-то йоги, они могут свое тело на 9 частей разделить. But that is done with some effort, and those forms are not independent. На 9 воплощений. Но это делается ценой больших усилий, и они не вечны, эти формы. So the Lord can have many, many, many forms without any effort at all, and they're also non-different from himself. They're one, not different. Господь абсолютно без труда может проявлять множество различных форм, и они от Него не отличны. Они существуют вместе с Ним один. But they can act in completely different ways simultaneously, as if they are different.
Но действовать они могут совершенно противоположно друг другу, как-то различную деятельность выполнять, как будто они являются разными личностями. So an example is given in the scriptures of a Vaidurya stone. И приводится пример в писаниях Вайдурья стол. So this is a particular gem, Камень. and if you put it in the sunlight on one angle, then it looks yellow. Это особенный такой драгоценный камень, который, если поместить на солнце, то он принимает желтый цвет. And you turn it a little bit, and then it turns blue. Немного, если повернуть его, он становится синим. And you turn it another way, it turns red. Еще повернуть, уже красный. You turn it another way, it turns green. Еще, может быть, зеленым. So it's one stone, but somehow manifests different colors, different angles. Камень один, но при разных углах солнечного света он проявляет различные цвета. So Bhagavan is like that. He can have many forms, but he still is that one person. И Бхагаван похож на него в этом смысле. То есть у него может быть множество различных форм, но личность одна. So in this way, we have all sorts of forms of the Lord. But then we say that, how can Krishna be the original form, Swayam Bhagavan, and everything? He is the source of everything, if they're all one. Но как тогда мы можем сказать, что если у Господа множество форм, и все они в принципе равны, и Он один, почему тогда Кришна Всевышний? They should all be equal. Тогда они все равны должны быть. And since they're all eternal, there's no first, one came first and the other came second. Поскольку все эти формы его вечные, нельзя сказать, что какая-то раньше, какая-то позже появилась. So definitely they're all eternal, so we cannot say, at one time there was only Krishna, then he expanded into these other forms. No, they're all eternal. Они все вечные, поэтому мы не можем сказать, что раньше жил один Кришна, потом какие-то остальные появились формы. So in that sense, he is not the source. В этом смысле нельзя назвать его источником. However, he is the source in another way, and that is that though all the forms are eternal, and they're all one Bhagavan, the different forms manifest different amounts of qualities. Но с другой стороны, да, они все вечные, они все представляют, они все воплощения Бхагавана, но различные формы проявляют различные качества. So according to the form, then different qualities are manifested. Some have like forms of sages. So obviously they manifest knowledge, but they don't manifest great powers otherwise. Например, некоторые из его форм проявляются как мудрецы. Конечно, они демонстрируют знания, но они не демонстрируют, к примеру, силу. So we have sages, avatars like Vedavyas or Dattatreya or Kapila. Есть такие аватары мудрецы, как Ведавьяса, Дататрея, Капила. So their main purpose is to give knowledge. Их основная цель – это дать знания. They don't create material worlds. They don't kill demons. Они миры не создают, демонов не убивают. They don't show extraordinary powers. Они не показывают какие-то сверхспособности. Yeah, but they're Bhagavan. Но они также Бхагаваны. So then we have others that show great powers, like Nrsimhadev. Есть же другие формы, которые показывают удивительные возможности. Это, например, Нрсимхадев. Or Vamanadev. Или Ваманадев. Or Varaha. Вараха. So they show great powers. Они показывают удивительные способности, возможности. So that we get all sorts of varieties of manifestations of powers and qualities. Поэтому существует такое разнообразие проявлений качеств, сил. And they're all Bhagavan. И все они являются Бхагаванами. So in other words, Bhagavan is one, but in the different forms, he manifests different qualities suitable to that form. Другими словами, Бхагаван один, но в различных формах он проявляет различные качества, которые подходят под миссию этой формы. Another example is given of the moon. Другой пример – это Луна. How many moons do we have? Only one moon. Сколько у нас лун? Всего одна. But on different days, it manifests different amounts of light. Но в различные дни она испускает различное количество света. So the fullest one we call the full moon or the Purnima. Полную луну мы называем Пурнимой. A few days later, it gets a little smaller in light. Через несколько дней она становится меньше, света меньше. And a few days later, it's smaller. Затем еще меньше. And so in this way, we can call the moon different, give it different names on its different phases. Таким образом, в разные фазы Луны мы можем называть ее разными названиями. But it's one moon. Но Луна одна. But it manifests different amounts of light. Но проявляет различное количество света. So therefore, the different forms of the Lord also manifest different amounts of quality. И подобным же образом различные формы Господа, они проявляют различное могущество. And by that we can class them on different levels. И по этому критерию мы можем классифицировать их на различные уровни. So when we do that,
Rupa Goswami has done that in the Laghu Bhagavatamrita. И Рупа Госвами как раз сделал это в Лагу Бхагаватамрите. So we get the forms like the sages on the bottom of the Yuga avatars that basically teach, give teachings, knowledge. И есть, например, такая категория, как мудрецы-аватары или юга-аватары, которые в основном учат чему-то. And then we get those that show some more powers. И есть те, которые проявляют немного большую силу. And those that show more powers. Те, кто проявляет ее еще больше. And those that show more powers. И еще больше. And so like that we can classify them all into Prabhava and Vaibhava forms, etc. And then finally we get the most powerful forms, these are called the Purna avatars. И таким образом мы классифицируем их в различные формы, это Прабхава и Вайбхава формы, и доходим до полных, самых могущественных проявлений, это Пурна аватара. So these are Nrsimhadev, Rama, and Krishna. Их вот три: Нрисимхадев, Рама и Кришна. So they show extraordinary powers more than these others. Они проявляют удивительные способности, удивительные силы больше, чем другие аватары. But then of those, Krishna is designated as Swayam Bhagavan. И из них трех Кришна называется Сваям Бхагаван. This means that he manifests the most qualities of all and the most powers. Это означает, что он проявляет наибольшее количество качеств, чем все другие, чем все остальные, и наибольшее количество сил, возможностей. So whatever qualities and powers and activities are manifested in the other forms are also manifested in Krishna. Все качества, все возможности, могущества, все, которое проявлено в других формах, оно также присутствует в Кришне. But in more extraordinary form. Но в более такой необыкновенной, нестандартной форме. And extra qualities are manifested in Krishna that are not manifested in the others. И также в Кришне проявляются дополнительные качества, особенные, которые не проявляются ни в каких других формах. So of course in the Nectar of Devotion that Rupa Goswami said there are 4 qualities. И, конечно, в Нектаре преданности Рупа Госвами говорит, что есть 4 таких качества. And these all have to do with sweetness. И все они связаны со сладостью. So these sweet qualities are not very evident in the other forms. И эти сладкие качества, они не настолько видны в других формах. So by sweetness we mean intimacy. И под сладостью мы подразумеваем близость. Within bhakti we have different levels of intimacy. В бхакти есть различные уровни близости. And so it is with Krishna that we can get the ultimate closeness and intimacy. И именно с Кришной можно построить наиболее близкие отношения. That is represented by that term Madhurya. И это как раз представлено этим термином Мадхурья. So we have his Madhurya Rupa, his form is particularly prone to intimacy. Есть его Мадхурья Рупа, это его форма, которая особенно подразумевает то, что с ней строят близкие отношения. He has the form of a cowherd boy. У него форма пастушка. Not a king or a great warrior. Не короля или какого-то великого воина. And he's a young boy. Просто молодой парень. And he likes to play. Ему нравится играть. So that form gives rise to a very intimate type of love. И эта форма, она дает возможность очень такой близкой любви развиться. And we don't see him as God anymore. Мы больше уже не видим его как Бога. So this is the particular nature of Krishna. We don't see him as God. The other forms we recognize him as God. Это особенная природа такая Кришны. Мы не видим его как Бога, в то время как другие формы мы видим как Бога. So that form of Krishna is such that even the devatas forget that Krishna is God when they see him, and they can't understand. Brahma cannot understand how Krishna can be God. И эту форму, когда видят полубоги, они забывают, что он Бог, они не понимают, они не могут понять. Брахма не мог понять, что Кришна Бог. And when he came and saw Krishna with his friends having a picnic, then he said, "Nah, I cannot be God. How can he be God?" И когда он пришел, Брахма увидел, как Кришна там пикничок устроил со своими друзьями, говорит, да ладно, не может быть, что это Бог вообще. So that form of Krishna is Madhurya Rupa. И эта форма Кришны, это Мадхурья Рупа. And he's surrounded by devotees that have this Madhurya Bhava, very intimate relationship. И он окружен преданными, которые имеют эту Мадхурья Бхаву, то есть преданными, которые очень близко с ним связаны. And it manifests in all different forms, so we get friends in Sakirasa, we have Vatsalya Rasa, we have Madhurya Rasa, etc. Dasya Rasa, all sorts of relationships which are not manifested in the other forms of God.
И вот это вот такие близкие отношения проявляются в различных формах. Это сакья раса, дружеские отношения, ватсалья раса, родительские, мадхурья раса или даже дасья раса. Именно с Кришной это возможно. And so with Rama or Nrsimha, we don't aspire for Madhurya rasa. С Рамой и с Нарисимхой как-то мы не стремимся в мадхурья расу попасть. Or we don't even aspire for Sakya rasa. Даже сакья как-то тоже. So everybody's dasa. Все просто даса. And that the dasa is, he is Supreme Lord. Даса означает признавать, он Верховный Господь. So there's dasya rasa with Krishna also, but those dasas, those servants do not see Krishna as God. They see him simply as another boy. Даси раса с Кришной не подразумевает, что его слуги видят его как Господа. Они просто думают, что он еще один из мальчиков, пастушков. So there is some Sakya rasa and Madhurya rasa manifest with other forms of the Lord, like Lakshmi with Narayan or Lakshmi with Nrsimhadev, but it's limited. Есть также проявление сакья расы, мадхурья расы, например, Лакшми и Нараяной, Нрсимхадев и Лакшми, но она ограничена, эта раса. So we say Krishna has unlimited gopis. А у Кришны бесконечное число гопи. And 60,108 queens. 16108 жен, королев. So therefore the opportunity for Madhurya rasa is much greater. Поэтому возможности для осуществления мадхурьи расы гораздо более широкие. And even that Madhurya rasa takes a much more intense form. И мадхурья раса, она принимает гораздо более интенсивную форму. So that even Lakshmi desired to participate in the Rasa Leela. До такой степени, что даже Лакшми захотела поучаствовать в Раса-лиле. So her Madhurya rasa was inferior. Потому что ее мадхурья раса как-то послабее будет. And she desired to join the Rasa Leela. Она захотела более высокой Раса-лиле Кришне присоединиться. So anyway, that's another quality, the very intimate devotees of Krishna. И это еще одно качество есть у Кришны, что у него очень близкие преданные. And another is his sweet pastimes. Также его сладкие игры. The pastimes of Krishna are most extraordinary. Его игры самые удивительные. Because Krishna, though God in general is controlled by bhakti, in the form of Krishna, he's completely under the control of his devotees. Господь в целом, он контролируется бхакти, но Кришна, он находится под полным контролем своих преданных. So, as a small child, Krishna gets tied up by Mother Yasoda. Будучи маленьким ребенком, Кришна попадает в веревку матери Ишоды. And he cries. He tries to run away from her. Он плачет, хочет от нее убежать. So these are not the normal characteristics of God. Это как-то нестандартные характеристики, присущие Богу. But they manifest in Krishna. Но они в Кришне проявляются. Because of his relationship with his devotees, which is very intimate. Из-за его отношений с его преданными, которые очень-очень близкие. So therefore, Krishna falls under his devotees' control completely. Поэтому Кришна полностью попадает под контроль своих преданных. And Krishna insists that Krishna is her child, so he is the child of Krishna. Если они настаивают, Кришна, ты ребенок, он говорит, ладно, хорошо, я ребенок мамы Ишоды. So that is the remarkable pastimes of Krishna are not seen in any other form of the Lord. И вот это удивительные игры, которых нельзя увидеть с другими формами Господа. And then the last quality is his flute. The flute is very, very sweet. И последнее его качество – это его флейта, которая очень-очень сладка. So it is a sound representation of Krishna's sweetness. Это звуковое воплощение сладости Кришны. And when anyone hears that flute, then they get the same type of prema, Madhurya prema. И когда кто-либо слышит эту флейту, он обретает ту же прему, мадхурья прему. So these are the special characteristics in Krishna which do not manifest in Rama or Nrsimha or Varaha or any other form. То есть это совершенно особенные характеристики Кришны, которые не проявляются ни в Раме, ни в Нрисимхе, ни в Варахе. Now certainly all the forms are Bhagavan, so they will manifest Rasa and Ananda for their devotees. Конечно же, все формы Господа – это Бхагаван, поэтому они будут проявлять расу и ананду для своих преданных. So one can have praying for any of these forms, and it's also perfect. Поэтому джива может иметь прему, может обрести прему к любой из этих форм, и она будет совершенна. But if one develops a relationship with Krishna, then one can experience a much higher type of prema. Но если человек разовьет отношения с Кришной, прему к Кришне, то это будет гораздо более высокий тип отношений. In fact, prema has many more intense levels until we get to Mahabhava.
На самом деле према включает в себя множество уровней по интенсивности, и все это доходит до Махабхавы. Yeah. So these are only manifest with Krishna, and actually Mahabhava is only manifest with Krishna in Vrindavan. И Махабхава проявляется только с Кришной и только во Вриндаване. Not even in Dwarka with the queens. Даже в Двараке с царицами это невозможно. So therefore, with Krishna, there's some very, very special manifestations that are not available in any of the forms of the Lord. Поэтому с Кришной возможно особенные проявления, которые невозможны с любой формы Господа. So therefore, he is called Swayam Bhagavan. По этой причине он называется Сваям Бхагаван. So he is, in that sense, the source of all other forms because he shows the complete manifestation, and others show less. Whatever is in them is also in him. Поскольку он проявляет полностью все свои качества, и все, что находится в других его проявлениях, оно есть у него. So because Krishna has this great sweetness and shows such wonderful qualities, he is the most attractive. И поскольку Кришна настолько сладок и обладает такими удивительными качествами, он является самым привлекательным. And therefore, that's why it's called Krishna, the most attractive. И именно поэтому его и называют Кришна, самый привлекательный. Of course, there's another meaning of Krishna also. Конечно, есть другое значение слова Кришна. The name Krishna is divided into two syllables, Krishna. Имя Кришна можно разделить на два слова Кришна. So Krishna means he is the basis of all existence. In other words, he is the cause of all causes, final cause of all causes. Криш означает он основа всего творения, то есть он конечная причина всех причин. Which indicates that he has the most power, ultimately manifests all the power. Что указывает на то, что в конце концов он проявляет всю силу полностью. And that na means he is the source of all bliss. А на означает, что он является источником всего блаженства. So that means he manifests the highest bliss of all the forms of the Lord. Это означает, что он проявляет высочайшее блаженство из всех других форм Господа. And so therefore he should be put in the highest position of all. Поэтому нужно поставить его на самое высочайшее положение среди других форм. So that is why it is recommended in Bhagavatam that the people of Kali Yuga should worship Krishna because he's the most attractive. И поэтому в Бхагаватам рекомендуется, что люди Кали-юги должны поклоняться Кришне, поскольку он является самым привлекательным. The basic tendency of the jiva is to get happiness. И основная такая тенденция дживы – это получать счастье. And that is why everybody's in the material world struggling hard with their material bodies to get some happiness. Поэтому все в материальном мире как-то мучаются с этим телом материальным, чтобы из него счастье выжить. And they do that life after life after life for the lifetime of Brahma. И они делают это жизнь за жизнью в течение жизни Брамы. But that happiness is not perfect. Но это счастье, оно само по себе несовершенно. It is an illusion because it's based upon the fact that I identify with the material body. Оно иллюзорно, поскольку оно основано на том факте, что я считаю себя материальным телом. So the capacity for happiness is there in the jiva, but it manifests properly when we have a proper object. То есть это сама тенденция, потребность счастья есть в дживе, но она правильно проявляется, когда она направлена на верный объект. So the proper object for the jiva is Supreme Lord, because we're naturally Krishna Dasa. И правильный объект для дживы, объект ее любви, это Верховный Господь, потому что мы Кришна Дасы. But since the Supreme Lord has many forms, why not take the most complete manifestation form, that is Krishna? И поскольку у Господа есть множество различных форм, почему же не поклоняться наивысшей из них, полному проявлению? Это Кришна. And then by worshiping Krishna, we can get the highest amount of bliss. И поклоняясь Кришне, наивысшему, мы обретем наивысшее количество блаженства. So therefore, since Krishna is the most attractive, and the people of Kali Yuga are the most fallen, it is recommended that the people worship Krishna because he's attractive. И так как Кришна самый привлекательный, а люди Кали-юги самые падшие, поэтому рекомендуется как раз поклоняться Кришне, поскольку он привлекает всех. But the big bonus is that not only is most attractive, we get the most bliss. Но есть еще бонус такой большой, что он не только самый привлекательный, он еще и благодаря этим отношениям мы больше всего блаженства получаем. So the jiva can reach his greatest satisfaction by attaining a relationship with Krishna. И джива может обрести наибольшее удовлетворение, обретя отношения с Кришной. So therefore, this is the basis of the Bhagavatam. Вот это основа Бхагавата. Though, as I said, it discusses all these different topics of a Purana, like creation and sub-creation, etc. We should not forget that finally, all of this is meant to glorify Krishna.
И хотя, как я упоминал, Бхагаватам касается различных тем, как творение, потом вторичное творение, мы не должны забывать, что его конечная цель – это вот любовь к Кришне. So whatever greatness we see in the Mahavishnu or in Garbhodakshaya Vishnu involved in the creation of the material world, ultimately these are amsas of Krishna. И какое бы великолепие мы не видели в Маха Вишну или в другом Вишну, это все части частей Кришны. And why? Because these Purusha avatars, they manifest only some of the qualities of God, that is the creative aspect. И почему? Потому что эти Пуруша-аватары, они проявляют лишь несколько небольшой такой аспектов качеств, которые присущи этим творящим аватарам. So we may say, well, Krishna shows all this nice sweetness in Vrindavan, so then he's very sweet. How does he show greater power than Mahavishnu by creating material worlds? Но мы можем сказать, ну да, Кришна такой сладкий весь, там, во Вриндаване у него все такое сладкое, но как же он такую силу проявляет, как, например, те аватары, которые творят миры? And the answer is he does show he is superior to even Mahavishnu. И ответ в том, что на самом деле он проявляет свою мощь, которая даже превосходит Махавишну. So when Krishna or Brahma tried to fool Krishna and took away all the cowherd boys and calves, then Krishna showed him how he is even greater than Vishnu forms. Например, когда Брахма пытался одурачить Кришну и украсть его друзей и телят, Кришна показал, что он на самом деле даже величественнее Вишну. After 1 year, Brahma came back to see how he had fooled Krishna, and then he was astonished because he saw Krishna there playing with the cows and the calves and the cowherd boys as previously. And he said, well, what happened? Because I put them all away and hid them in the cave. Год спустя Брахма вернулся, чтобы посмотреть, как там Кришна поживает, которого я одурачил. И увидев, что он спокойно играет со своими телятами и коровами, он просто не мог понять, что произошло. Он говорит, как, я же их спрятал всех в пещеру, что происходит? So he looked in the cave, and sure enough, all the calves and the cowherd boys were sleeping. Пошел посмотреть свою пещеру, там вроде видит, все спят, все нормально. And then he looked out, and he saw the same calves and cowherd boys playing with Krishna. Затем он выглянул, видит, те же самые пастушки и телята с Кришной уже играют. So then he thought that one set must be false. И он подумал, кто-то из них, наверное, подделка. Is it the set that I have here? These are the false ones, or those are false ones? Либо вот тот наборчик, который у меня здесь, либо вот который с Кришной играет. Or maybe they're both false. А может The быть, real оба? ones are somewhere else. Может быть, они оба, а настоящий набор этих пастушков и телят еще где-то. So he became bewildered. Instead of bewildering Krishna, he got bewildered. И вместо того, чтобы запутать Кришну, он сам полностью запутался. And then suddenly, when he looked at those forms, all those forms of calves and cowherd boys turn into Vishnu forms. И затем он посмотрел на эти формы, и все они приняли облик Вишну. And each Vishnu form was creating the material world. И это были те самые формы Вишну, которые создают материальный мир. And then he understood, I come from Vishnu, but there's so many Vishnus here. Тогда он понял, ой-ой, я, кажется, сам с Вишну произошел, а вот этот Вишну здесь стоит. And then suddenly the Vishnus all merged into Krishna. And Krishna is the source of all the Vishnu forms. И внезапно все эти Вишну, они вошли в тело Кришны, и он таким образом показал Кришне, что он источник всех этих форм. So he's greater than any Vishnu, he's greater than the creator of the material world, he's greater than Mahavishnu, he's greater than everybody. Он показал, что он гораздо величественнее, чем Вишну, чем Махавишну, чем все остальные формы. And he was just a 5-year-old boy eating his food. А он при этом стоял, 5-летний мальчик такой, жевал что-то. So therefore Krishna has all these powers within him, and anytime he can display his powers. То есть все эти силы, они внутри Кришны находятся, и в любое время он может их проявлять. But he hides his powers from people of Vrindavan. Но от вриндаванских людей он скрывает эти силы. And even if he shows his powers, still they don't see those powers. Даже если он их проявляет, они все равно как-то их не видят. Their sweetness and their relationship with Krishna overcomes whatever they see, and they see only little Krishna. Потому что сладость их отношений, сами их отношения с Кришной, они просто перекрывают всю эту силу и мощь. And so anyway, all of the topics of Bhagavatam are there, but we should relate them finally as a glorification of that final sweet form of Krishna. То есть в любом случае различные темы Бхагаватам существуют, но мы должны сопоставлять их с тем, что Кришна является наивысшей формой Господа. And therefore the final topic of the Bhagavatam is Asraya, and that is represented in the 10th canto, where we have a very detailed description of the wonderful pastimes of Krishna.
И конечная тема Бхагаватам — это Ашвая, которая представлена в 10-й песне, где описываются удивительные игры Кришны. And by reading those descriptions, we can begin to appreciate these 4 extra qualities of Krishna. И читая эти описания, мы можем должным образом оценить эти качества, 4 удивительных качества Кришны. And as well, understand the other qualities of power, etc., that are in Krishna. И в то же время мы можем понять и все остальные качества, ту мощь, ту силу, которая есть в Кришне. So therefore, that is the final intent of Bhagavatam, to glorify Krishna as the supreme object of worship. Поэтому конечная такая цель Бхагаватам, намерение, которое вкладывалось в него, это прославить Кришну как высший объект поклонения. So we have one of our angas of bhakti, that is Shravanam, hearing. И есть у нас одна анга бхакти, это Шраванам, слушание. So it's not hearing just anything or just hearing scripture, it's actually hearing Bhagavatam. То есть на самом деле Шраванам это не просто какое-то слушание или не слушание просто каких-то писаний, это именно слушание Бхагаватам. And the whole idea of hearing Bhagavatam is to understand the sweet aspect of Krishna. А цель слушания Бхагаватам заключается в том, чтобы понять сладкий аспект Кришны. Of course, along with that we have kirtan. Конечно, у нас кроме этого есть также киртан. So kirtan means to glorify the Lord by chanting His name. И киртан означает прославлять Господа, воспевая Его имя. So we have the name of Krishna. И у нас есть имя Кришны. So that name Krishna contains His beautiful form, His qualities, and His sweet pastimes. И это имя Кришны, оно включает в себя Его прекрасную форму, Его великолепные качества, Его сладкие игры. So the two activities support each other, Shravanam and Kirtanam. И два этих вида деятельности, они поддерживают друг друга, Шраванам и Киртаном. So Chaitanya Mahaprabhu's mercy is that he has given us this easy process of Nam Sankirtan to realize this Swayam Bhagavan, the highest, most complete form of the Lord. И милость Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в том, что он дал нам самый простой процесс, чтобы осознать Сваям Бхагавана. Харе Кришна. Можно вопрос? Махарадж описал 4 качества Кришны, вот эти сладкие. Означает ли это, что Кришна в Вриндаване не обладает, а Кришна в Мадхуре и в Двараке уже не обладает? Ведь он, например, флейту там не носит. So the question is as follows. Krishna, he described the 4 sweet qualities of Krishna, which he possesses in Vrindavan. Does it mean that in Mathura or Dwaraka he does not possess these qualities? Maybe he possesses 60 qualities because he does not carry flute with him. Yeah. Well, because there's 63 qualities. Even his Dwarka form is superior to all the other forms. Даже его форма в Двараке, она также превосходит все остальные формы. Because we still get a manifestation of all the rasas. Потому что все равно там проявляются все расы. And the Madhurya rasa also reaches a very high stage, but not as much as the gopis. И Мадхурья раса также достигает очень высокого такого уровня, хотя не настолько высокого, как у гопи. And even that form in Dwarka is considered most attractive, because he doesn't go beyond the Kaishar age. И даже эта форма в Двараке считается очень-очень сладкой, поскольку он, Кришна сам, не выходит из возраста Кишора. But the difference is that the people also recognize him as Supreme Lord. Но разница в том, что люди также признают его как Верховного Господа. So that dilutes the beauty and the pastimes, etc., and the relationships a little bit. И это немножко так уменьшает красоту и привлекательность отношений и игр. But still it is superior even to the other forms of the Lord, like Nrsimhadev or Rama. Но также это все равно, эта форма она выше, чем другие формы Господа, как Нрсимхадев или Рама. You're saying how Krishna, Rama, and Nrsimha, they're sort of in a special category. Yeah, Purna Avatar. Purna Avatar. Where would Balaram fit into that sort of context? Yeah, that's a very interesting question. Махарадж задал вопрос, что вы категоризировали 3 формы, Раму, Кришну и Нрсимхадева, в особую категорию. Куда же попадет Господь Баларама? In the Laghu Bhagavatamrita, the Rupa Goswami puts him in a lower category. I forget which category, puts him in a lesser category.
В Лаху Бханавардамрите Шрила Бхану Свами ставит в более низшую категорию. And I think the main reason for that is that we don't see a very big description of the pastimes of Balaram in the Bhagavatam. When Krishna is present, he doesn't manifest much power, he's always secondary to Krishna. И причина этому, возможно, заключается в том, что в Бхагаватам меньше внимания уделено описаниям его игр, то есть больше как-то игры Кришны описаны. But at the same time, we also see that Krishna is first, and then his first expansion is Balaram. So in that sense, he is very high up. То есть Баларам, он как бы всегда за Кришной. Но с другой стороны, Баларам это первое воплощение Кришны, то есть тоже достаточно такое высокое положение. So maybe theoretically he's on a very high platform, but in terms of manifesting those powers, he doesn't do that in his pastimes on earth at least. То есть теоретически он занимает очень высокое положение, но вот практически он не проявляет так много различных сил, по крайней мере, на земле. But we see that, like Krishna, he has Madhurya Rasa with gopis, etc. So he has very, very similar pastimes even that we don't hear about. Но с другой стороны, мы знаем, что как и у Кришны, у него с Мадхурья Раса он проявляет то есть гопи, но мы об этом много просто не слышим. So should we take it that he has the extra 4 qualities, or that he doesn't? Or? It's kind of a intermediate. It's not really mentioned by our acharyas, but I would think it's very similar. He's very similar because he has gopis, etc. So he has Madhurya Rasa. So that Madhurya aspect is definitely there in Vrindavan particularly, but he takes a secondary role to Krishna, so maybe for that reason they don't mention it. И Бхактишин Свами Махарадж спрашивает, то есть нам считать, что у него что 4 качества есть или нет? И это как бы Бхану Махарадж отвечает, что не совсем понятный этот вопрос, скорее всего есть, поскольку он также проявляет Мадхурья Расу с гопи во Вриндаване. Скажите, пожалуйста, как нам развивать отношения родительские, дружеские или любовные, если мы помним, что Кришна Господь? Please tell us, how can we develop Vatsalya, Sakhya or Madhurya Rasa with Krishna if we remember that he is God? If we remember well. If we remember well that he is God. Oh, well, the process for doing that one is that we keep hearing the pastimes of Krishna from Bhagavatam. Процесс такой, что мы слушаем о Кришне из Бхагаватам. And we develop a very great attraction for that type of devotion. И развиваем огромную привязанность, огромное привлечение к такому типу преданности. And then we begin to aspire for such a relationship. И затем мы начинаем устремляться к таким отношениям. So at that point, then the worship becomes a little different. Тогда поклонение становится уже немного другим. And we're just worshiping Krishna not because he's God, but because of that particular relationship or friendship or parenthood or whatever. И тогда мы уже поклоняемся Кришне не потому, что он Бог, а потому что вот такие отношения существуют, дружественные или мадхурья и так далее. And this can turn into, of course, Raganuga Bhakti. И это может уже превратиться в Рагануга Бхакти. Are the incarnation coming from Garbhodakshay Vishnu or Kshirodakshay Vishnu? The Jiva Goswami and Vishnu usually say Garbhodakshay Vishnu. Why, I don't know. Some of them also come from the Manvantara avatar even. The Yuga avatars expand from the Manvantara avatar. Like Vamanadeva is the present Manvantara avatar, so the Yuga avatars apparently expand from him. So there seems to be different procedures of how they come out. They go to the milk ocean and they pray for the appearance of the concepts coming from Kshirodakshay Vishnu. Yeah. Both. So maybe it's different at different times also. Был задан вопрос, что все-таки все остальные аватары, они исходят из Гарбхадакашая или Кширодакашая Вишну. И Бхану Махарадж говорит, что разное описывается. Иногда говорится, что даже из Манавантар они исходят. То есть различные описания, по-разному это может происходить. Есть ли такое научное значение слова Кришна, почему тогда, если есть такое научное значение слова Кришна, почему тогда в санскритских словарях и в индийской народной традиции считается, что Кришна означает черный? If there is such a scientific name of the word, scientific meaning of the word Krishna, why then in Sanskrit dictionaries and in Hindu, like local traditions, it is considered that Krishna means black? Well, that is one meaning of Krishna, but only one particular meaning. Есть такое значение слова Кришна, но это просто одно какое-то конкретное значение. So many words have many meanings. Многие слова являются многозначными. Like Atma. Например, атма. It can mean soul, it can mean body, it can mean mind. Это и тело, и душа, и ум. It can mean God also. И Бог также. Why he is black, no?
Why is black? That's the question. Yeah, so black is one meaning of Krishna, but it's not the only meaning. And most of the time he is living in the heart of people whose heart is too black. So They reflect their own desires in the meaning. Сарабам Прабху объяснил, почему Кришна черный, потому что в большинстве случаев он живет в черных сердцах людей. clean your heart, he will be beautiful. Очистите сердце, он будет красивый. Шри Шапанишат, 8 мантре, сказано, что описание Господа, что он асвирным, что у него нет вен. И как вот это сопоставить с тем, что иногда вот описывается как кровь у Господа? In the 8th mantra of Shri Shapanishad, it is said that the Lord has no veins. But at the same time, sometimes he has no veins. But at the same time, sometimes we have descriptions of situations where he sheds blood. So how should we understand it? Well, the Supreme Lord can manifest anything at any time by His will. If He wants to show blood, He can show blood. Верховный Господь может проявлять все, что Он захочет в любое время. Хочет кровь, чтобы у него пошла, идет кровь. But obviously it's not material blood. Но очевидно, что это не материальная кровь. And He can't get materially wounded. Материально его ранить невозможно. So all of this is only a show for our pastimes. Это просто шоу он устраивает для того, чтобы лила прошла. Similarly, we can say that the Lord should not change. He should be unchanging. Yet Krishna grows. Также известно, что Господь, Он неизменен, Он не должен меняться, но Кришна растет. He's a little baby, then he grows older, he grows older, he grows older. Сначала он совсем ребеночек, потом побольше, побольше, побольше. So that's, again, not material aging. Но опять же, это не материальное такое старение. That is the power of the Supreme Lord to manifest these different forms. Это сила Верховного Господа показывает свои различные формы. So when it says in the Upanishads he has no veins and whatnot, this is only to say that he has not got a material body. И все вот эти подобные вещи в Упанишадах, которые можно встретить, что у него нет вен, это просто указывает на то, что он не материален. In other words, his life does not depend on whether the vein is intact or not. You cut the vein, then he bleeds to death. Другими словами, дано для того, чтобы показать, что его жизнь не зависит от этих вен. То есть, если там его порезать, вся кровь вытечет, и все, конец. Нет. He has veins, yes, but still he's got a spiritual body, so it doesn't matter what happens to his veins or his skin or whatever. Ну да, есть у него вены, но есть и духовное тело, поэтому не так уж важно, что с ними там будет происходить. Еще вопрос про четвертичные экспансии. Зачем потребовалась вторичная и четвертичная экспансия? То есть первичная они исходят от Господа Баларамы. Какая роль вторичной и четвертичной экспансии? The question about the fourth expansion. So the first expansion. What is it? Четвертичная. Вопрос о четвертичных экспансиях. Какова их роль? Первичная понятно, вторичная и четвертичная вот хотят прояснить. So what is the role of the quaternary expansion or fourth expansion? There is the first, the secondary, the third, and the fourth expansion. Second one. What is the role of the Chaturvyuha, or which is the second expansion of Chaturvyuha? Yes. I suppose just to populate the spiritual world with different forms. Предполагаю для того, чтобы населить мир различными формами. We see there how many forms. Of course, it says the 24 forms or whatever there, but actually more forms than that. So they keep expanding. Мы видим, что там проводится 24 формы, но на самом деле форм гораздо больше, все это расширяется.